Вот такой карандаш купил. Так называемый вечный карандаш. От фирмы Хапер Дапер какой-то. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит поближе. Это из фикс прайса карандаш. Я смотрел, он и в других местах продается. Вот. Но впервые я увидел его в фикс прайсе. Чисто случайно. Сперва посмотрел, что это там такое. Ну, это какой-то металлический сплав. На Алиэкспресс его тоже можно купить дешевле. Найти можно, чтобы именно за одну штуку было дешевле. Но там в таком случае нужно брать от 3, там, от 5 штук, примерно так. Поэтому зачем брать, если точно неизвестно, что это такое? Поэтому решил пока что именно просто вот взять штуку такую, одну попробовать. Вот что здесь написано. Не требует заточки, не ломается. Пишущий узел рассчитан на 10 лет службы. Но это как бы интересно, как это проверялось. Стирается ластиком. Хапер Дапер. Функциональность вечного карандаша идентична обычному чернографитному. Его не нужно точить, и он никогда не ломается. Не сломается. Наконечник выполнен из особого сплава металла, который при соприкосновении с бумагой оставляет след, очень похожий на след от обычного карандаша. Штрик наконечника металлического карандаша, так же как и обычного грифельного, легко стирается ластиком. Вечный карандаш. Импортер Best Price. Производитель Китай. Состав АБС пластик, железо, латунь. Однако здесь написано в составе, что это за сплав, но действительно ли это именно, полностью ли они указали все или нет, это под большим вопросом, потому что как бы далеко не всегда они пишут то, что по факту есть. Я смотрел эти наконечники, там это просто обычный, там, например, олово можно использовать. Этот он также след оставляет. Здесь просто нужно поэкспериментировать, что лучше оставляет след. Сейчас я его вскрою. Так, вот так это выглядит. Я специально именно такой цвет взял. Там разные есть. Вот такой, типа как салатовый. Потому что, мне кажется, он больше виднеется. Лучше его будет видно. Вот, я смотрел, то есть это, да, обычное олово может оставлять, припой такой след. Ну, даже вот опять же сплавы какие-то, вот латунь, да, вот здесь в составе. То есть здесь ближе именно вот латунь, железо. Это более твердое что-то. То есть свинец, вот такое, да, оставляет следы такие подобные. Вот здесь, значит, что полая ручка, то есть корпус, это здесь просто пластик полый внутри. Ну, понятно, для экономии, как бы, для облегчения веса. Тут что-то странно зачем-то как-то сделали, вот, не просто вот ровно, а какие-то выемки зачем-то. Может, след от штамповки просто. Так вот здесь что-то, как будто откручивать зачем-то. А, может, она и откручивается. Ну, в общем, здесь вот такая клипса. Очень тугая, между прочим. Прям тугая вообще. Металлическая клипса. Хорошо. А, кстати, возможно, в составе железа это вот это имелось в виду. А здесь, возможно, не знаю. Вот этот, ух ты, пачкается. Ну, может быть, это просто пыль здесь оставалась какая-то. Прям пачкается. Ну, либо он очень хорошо так пишет. Достаточно мягко. Вот этот наконечник держит металлическая часть. Так, вот здесь какая-то вот... Не, это не резинка, это тоже пластик. Просто черного цвета. Ну, просто для красоты, наверное. О, нет, откручивается. Ух ты, интересно. Здесь можно, например... Возможно, может быть, есть какие-то разные сменяющиеся наконечники. Интересно, прикольно, такая разборная конструкция. Ну, это, например, может быть, сюда можно что-нибудь так класть. Не знаю, зачем это, для чего это предусмотрено.
но интересно. Откручивается, прям как ручки. Так, а вон там внутри видим уплотнение, то есть чтобы этот наконечник не болтался. То есть если вдруг упадет, например, чтобы, может быть, эта штука его будет удерживать, чтобы он не отвалился. Так, ну что, посмотрю, как он пишет. Вот по ощущениям не скажешь, что это какой-то металл. Обычно до металла, хоть до сплава, до любого дотрагиваешься, когда он холодный, а это он как будто бы теплый. Прям как грифель. Не знаю. Ну, пишет. Да, как карандаш вообще. То есть не сильно я давлю. А вот сильно, если нажимать. То есть даже если сильно что-то давить, он не будет никак не царапать, ничего. Он достаточно мягкий. А вот какие-то блестяшки на моих пальцах. Может быть, это от него. Ну вот, это была какая-то пыль, которая пальцы как бы испачкала. Теперь все, он не особо хочет на пальцах писать. Вот она бумаги запросто. Ну, вообще прикольно, я бы сказал. Это еще как бы бумага один слой, тут вот такая поверхность на столе, поэтому здесь может быть вот типа такие следы. Не очень прикольно. Вот так можно даже делать. Я рисую через камеру, поэтому так криво. Блин, через камеру неудобно рисовать. Так, вот карандаш с такими грифелями сменными. О, этот гораздо ярче. Темнее. Это темнее. Ну-ка, у меня какой-нибудь подобный светлый есть, интересно. Так, это потолще. Ну, тоже более темный. Ну-ка, простой какой-нибудь найти. Так, вот карандаш обычный. Так, что здесь нигде ничего не написано. Может быть, уже сточилась надпись. Лучше как-нибудь вот так. Так. Также стараюсь давить. Линия более тонкая, но это как бы от заточки зависит карандаша. И светлая. Посветлее, в общем, этот карандаш. Но я бы не сказал, что это прям как-то вообще очень он какой-то светлый. Так, вот это я посильнее надавливаю. Не, мне кажется, вообще нормально. Ну да, вот такие карандаши, которые у меня, как бы с обычными грифелями, они как бы если с такой же силой нажимать, то они темнее. Ну, то есть, наверное, грифели как бы мягкие, а это можно отнести как бы к более такому твердому, наверное, грифелю. Так, посмотрим, стирается ли он. Ну, стирается.
проверить степень стирания. Так, вот линия от такого карандаша, и вот линия от обычного. Ну, примерно так же стирается. Да, идентично они стираются примерно. Ну, интересная штука. Прикольно. То есть, да, можно что-нибудь там сварганить, какой-то свой этот сделать из какого-нибудь сплава, такой наконечник, свой карандаш сделать. Но просто здесь как бы все более продумано, мне кажется, и сплав здесь, я не думаю, что прям очень какой-то простой, обычный. Все-таки здесь какая-то хитрость, наверное, есть, которая не будет раскрываться. Так, вот еще вспомнил, что хотел показать еще, когда его покупал, проверить. Для строителей, как бы, он, наверное, не очень хорошо подходит. Вот, например, фанера, кусок фанеры. Вот, он не будет писать вдоль волокон. Вот, волокна вдоль. Вот он неохотно это делает. Вот, не пишет. Блин, поперек писал только что. Наверное, вот опять же зависит от... Вот здесь я писал. Вот, еле видно, но пишет. То есть, там, где более гладко, он не будет писать. Вот на таких, на твердых поверхностях. В отличие вот от такого карандаша, да, обычный. Он вот вдоль волокон без проблем. Ну, на дереве, не знаю, может быть он получше будет писать. Просто на дереве. Вот, например, металл. Тут опять же зависит от... Ну, здесь, например, он пишет. То есть след нормально оставляется. В зависимости от того, какой металл будет, наверное. То есть вот здесь, наверное, все шершавое, поэтому здесь нормально пишет. Ну и этот, соответственно, тоже. Вот, ну, например, вот здесь отполированная поверхность, да, здесь ничего не будет, никакой след не оставляет. Но здесь и такой карандаш тоже ничего не оставит. Вот, ну вот на фанере вот не очень хорошо он следы оставляет. Так, еще одно дополнение. Оказывается, здесь наконечник откручивается. То есть, да, возможно, вот эти наконечники продаются отдельно, может быть, их где-то можно купить. Именно в розницу. И вот, то есть, ну, я не знаю, для этого это предназначено или нет. Может быть, есть разные какие-то наконечники с разной твердостью. И вот, например, можно туда их хранить, вот здесь их. И менять при необходимости. Ну вот, который вот этот наконечник, не знаю, я вот попробовал, не очень мне нравится. Слишком он светлый. Писать можно, но слишком светлый он. Может быть, они разные бывают. Еще раз для понимания. Слева смайлик нарисован вот этим вечным карандашом. Потом гриф 0,7. Потом гриф 0,5. Вот это вечный карандаш. Это я уже сильно давлю. Но это еще подсветка включена.